Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. На этой неделе осень у нас уходит и приходит на смену зима. Вот так быстро время несется, еще чуть-чуть, и уже праздники, Рождество, Новый год. Давайте узнаем, что на эту неделю нам подскажут карты для вашего знака зодиака. И у нас сегодня колода 78 дверей. Это метафорические карты, и главное значение – это двери, открытые или закрытые. И каков ключ, как его найти. Вот давайте узнаем, что будет открыто, что будет закрыто. Больше по ситуации нам рассказывают в этой колоде карты. И будем, конечно, реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время и, глядя на метафору, которая прорисована на карте, и переложив на какую-то свою ситуацию, какой-то инсайт, подсказку вы получите. Или просчитаете вашу какую-то, может быть, дело, тему, что сейчас для вас актуально на пару шагов вперед. Итак, первая карта. Что важно знать? Или что будет в приоритете на этой неделе, может быть, в целом настроение ваше, мои дорогие водолеи. Какие неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, чего не избежать? Чему сейчас не время, по мнению карт, что может помешать? Давайте достанем, что будет помогать. Или что будет радовать. Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения, а может быть, от вас скрывают. Откроем, узнаем. И по основным сферам жизни тоже достанем карты, посмотрим, каковы энергии в целом. Дела, работа, бизнес будет первая карта. Энергия денег на неделю. Что в личной жизни? И достанем карту «Совет». И тут у нас, смотрите, на дне колоды туз жезлов. Дверь закрыта, но нам показан маг-волшебник, который пассами открывает любые двери. А следом я уже вижу, тут еще и карта мага. Большие возможности, но их надо не прошляпить. Здесь не совсем о чем-то материальном говорят, а скорее о каком-то иррациональном подходе или альтернативном варианте как раз развития событий. Вы знаете, это может касаться, кстати, отношений. Всем говорю, и вам тоже, вашему знаку зодиака, конец ноября и декабрь. Это где-то даже планетарно уделить внимание именно личной жизни или отношения вообще в принципе. Это социум, соседи, друзья, знакомые, может быть, коллеги, может быть, и руководители. Все зависит от того, какие вопросы на повестке дня. Но именно от умения договориться будет зависеть и качество жизни на 24 год. Как будто не должно быть от людей неожиданности, мои дорогие водолеи. Какую-то ситуацию лучше нейтрализовать. Это не значит, что вы наступили на горло собственной песни или подвинули свои принципы. Нет, но неожиданностей как будто не должно быть именно от людей. Или есть и такие люди, которых мы не отменим в нашей жизни, правда? И если мы знаем наперед, что нас еще судьба столкнет с этими людьми, тогда тоже какой-то нейтралитет будет лучше поддерживать, нежели конфронтацию. Хорошо, давайте будем узнавать, что же важно знать. Видимо, какие-то недоразумения точно оставить в прошлом. Десятка мечей. У нас тут приходит доктор, как будто, да, изображен, и человек, который сидит в инвалидной коляске. И обратите внимание, дверь открыта. Как будто доктор уже собирается уходить. Нам даже не показывает, что он кого-то лечит. Словно он объясняет пациенту, что есть вопросы, которые обусловлены, может быть, возрастом или вот тем состоянием, которое уже сложилось не сегодня, не теперь. И нужно быть реалистом и что-то оставить, как принять как данность, и даже с учетом этой карты как будто идти вперед, отталкиваясь от тех возможностей, которые на данный момент есть. Как будто развивать
лечиться, может быть, буквально так, но не вспоминать, почему это случилось или произошло, не оглядываться и не говорить себе, что ой, возраст и все закончилось. К примеру говорю, не заглядывать назад. В любом положении, состоянии просто идти вперед. По сути дела, десятка мечей – это всегда карта говорит о том, что то, что было когда-то, теперь не имеет значения. Теперь отправная точка в моменте здесь и сейчас. И значит, прежнее отношение к самому себе как будто тоже надо поменять. Прежнее отношение к собственному здоровью, может быть, тоже нужно поменять. Была какая-то ситуация такая деструктивная, которая расстраивает вас, или какая-то помеха была, или были тяжелые переживания, предательство. Но это все равно уже было. Наша задача идти вперед. Вот что-то такое. Ну, может быть, через паттерны прежних отношений не оценивать в целом обстановку или новых людей, кстати. Или если мы на какой-то работе потерпели фиаско, мы не смогли договориться, мы где-то оказались непризнанными или в каком-то проигрыше, это ведь не значит, что везде теперь так будет. Значит, все равно мы идем вперед и как-то и изменяем ситуацию к лучшему. Давайте посмотрим неожиданности. Девятка жезлов. Тем не менее, по этой карте сильная позиция, когда нам многое удается. И когда выпадает эта карта, как будто силы мы понапрасну не тратим. Вы можете буквально улучшать что-то дома, делать жилье более комфортным. Вот как человек, он несет буквально эти двери, он сейчас их поставит в своем доме, и в доме будет и тепло, и уютно, и радостно. Что-то он там обустроит, улучшит. Может быть, и вы как раз в неожиданностях будет какая-то оказия что-либо изменить, сделать для себя со знаком плюс. И по девятке жезлов мы откликаемся. Либо первое, нам что-то угрожает, или когда в чем-то для нас есть прогресс, тогда мы тоже откликаемся, чтобы чего-то не упустить. А в остальном как будто надо правильно растратить свою силу, не обесточить себя в том плане, что потеряем время, может быть, средства, может быть, энергию свою, приложим в те дела, которые не будут иметь значения. Вот именно в неожиданностях для себя самого, для вас самих, мои дорогие водолеи, будет какая-то возможность либо что-то решить, либо обустроить, либо сделать хорошо, либо окончательно это как решение будет. Я больше не оглядываюсь назад. Я больше не буду от каких-то прежних паттернов отталкиваться в отношении с людьми. Или если вы ищете работу, значит, это может быть вообще что-то кардинально новое. Или как новая какая-то должность отчасти, которую вы хотите получить. И есть как будто прогресс. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Не время ждать кого-то на помощь, правда. Не время по этой карте думать, что кто-то нам, вот как девушка нам показана на втором этаже, она кричит, нам показаны двери, которые горят, и совершенно очевидно, что ей нужно принимать решение. А она боится, вот не место страхам, не место сомнений. И не время, тут ведь может быть какая-то у вас ситуация, которую нужно решить в моменте здесь и сейчас. Но потом мы чего-то тоже не можем отложить. И если мы говорим про страхи, тут всего-то прыгнуть, да, там очень красноречивая карта. Ну хорошо, шишек она там бы набила себе или синяков. Она никогда не прыгала. И ей этот страх, он застилает глаза, и она не может решиться. А между тем пламя уже поднимается. Вот какой-то очень важный вопрос вам нужно словно закрыть, словно гештальт какой-то. Может быть и так. Или вы уже это закрыли, а еще мысленно вы возвращаетесь к какой-то прежней ситуации. А тут словно выпрыгнуть надо и поставить в чем-то точку. Вот как будто так. Не время ждать, это точно. И не время на кого-то надеяться. Или думать, что само как-то разберется. Нет, от ваших приложенных усилий будет зависеть ваше действительно качество жизни. Что-то на повестке дня может быть важное. Что помогает? А вот элемент новизны как раз, когда мы какие-то паттерны или отношения к работе пересматриваем. У кого-то это может быть новое знакомство, у кого-то это может быть
как ваше решение, опять же, делаю карьеру или предложение по работе, или изменения на работе, изменение графика работы. Может быть, новый руководитель или еще, ну, что-то меняется, и мы это не отметим. И ваша-то задача ключ подобрать. Посмотрите, у нас показан шут, не тот шут, как в остальных колодах, который уже готов вступить вот с этого обрыва. Нет, у нас другой продуманный шут. Он как раз остановился и как будто ключ примеряет к пространству. Он надеется сам на себя, а не на призрачную удачу. И как будто готов что-то сделать совершенно по-другому. Вот и у вас что-то альтернативное, похоже, будет на этой неделе. И если хватит решимости и в то же время при отсутствии риска, то совершенно что-то новое войдет в вашу жизнь. Или вы измените сами, я бы скорее сказала. Потому что по карте нулевого аркана как будто перемены-то ведь неизбежны. Но правильно оценить обстановку – это задача номер раз. И правда, нам карты как раз об этом и говорят. И оценить обстановку та, которая на данный момент, а не из прошлого, мои дорогие водолеи. Что скрыто? Весь мир у ваших ног. По 8 кубков действительно нам вот человек показан. Посмотрите, врата открыты. И самое главное, пересечь вот этот порог. И дальше другие возможности. И, видимо, на чем-то не настаивать. Оставить что-то позади, понимаете? Может быть, это где-то и дорого. Может быть, мы к этому привыкли. Или, ну, как-то греет душу. Или какое-то время. Ведь здесь любая ситуация. У кого-то в отношениях может проиграться, у кого-то по работе, опять же. Или по вашему бизнесу. Или какая-то тема, которую вы вкладывались, много сил, много энергии, а оно не, возьми да не сработало. Вот правда, у кого-то может быть. Ну, значит, надо вот так вот найти в себе силы и идти как будто дальше. И совершенно нет никаких препятствий. Врата открыты. Наша задача вот как у этого человека выйти. Он, кстати, идет налегке, обратите внимание. Как будто все остальное ему пространство даст. Самое главное – решиться на какой-то важный шаг или важное решение. По 8 кубков мы ищем выход из создавшейся ситуации, и мы его как будто находим. Нет ничего нарочитого, скрытого, но, видимо, работа вашего интеллекта, что-то продумать, просчитать на неделе вам придется. Дела, работа, бизнес, собой не рисковать. Самое правильное, видимо, вот как маску одеть. Посмотрите, 4 мечей нам показан как будто слепой, который идет с тростью. Но если мы трость эту так ментально как будто исключим из этой карты, то нам показан просто человек, который не похож на слепого. Темные очки. Человек очень хорошо сложен. И он как будто нарочно демонстрирует на этой карте. Он проходит мимо, кстати, двери. Его трость даже не направлена в сторону двери. Ему, видимо, так нужно. Показать, что я как бы здесь, я в теме. Но я не знаю. Нет пока у меня этого решения. Или, может быть, обстановка будет такова, рано выносить вердикты, кому-то что-то обещать или заявлять что-то. Больше сохранять нейтралитет. По этой карте привести мысли в порядок, нам говорят. Или, может быть, обстановка пока еще не ясна. Мы как будто прогадать что-то не можем, просчитаться с чем-то не можем, упустить не можем. Но и поспешные какие-либо действия тут тоже нам вряд ли помогут. Поэтому и приходится одевать маску. Может быть, и люди вокруг где-то действуют так же. Ну, так и ваша такая же позиция должна быть. Ну, немножко аккуратно, так из тени как будто, чтобы никто не догадался. Вот такое вполне вероятно. Не торопиться, опять же. Ну, спешка, она, как правило, вредит, потому что мы не успеваем подметить мелочи. И часто какие-то крупные дела складываются из мелочей. И поэтому где-то, может быть, вам и придется принимать вот это решение. Но оно должно быть продумано. Вот как этот ключ. Понимаете? Будьте внимательны. Деньги. И как раз 7 пентаклей. С одной стороны, деньги где-то могут задержаться. Вот может быть такое. Но с другой стороны, как раз тут больше на перспективу. Мои дорогие водолеи, если у кого-то второй доход дополнительный или
тот доход, который пассивный мы называем, то тут как раз со знаком плюс. Деньги-то как будто у вас есть будут, но больше на перспективу. У нас девушка отправляет голубя, как будто известие. Знаете, может сложиться такая обстановка, что сказали, деньги задерживаются, они потом к вам потом приходят. Либо в виде какого-то бонуса или каких-то других выплат, или, может быть, помощи. И даже если есть как будто пауза, то все равно деньги мы получаем. Но с учетом всех остальных карт, я бы сказала, ну, не торопиться с тратами, наверное. Но тут вообще по всем остальным картам, знаете как, вам и самим как будто не захочется совершать крупные покупки. Хотя у кого-то девятка жезлов может проигрываться, опять же, с домом. И если это будет направлено на улучшение комфорта или что-то для вашей семьи, то тогда вполне вероятно и траты обусловлены будут. Но сказать, что распыляем мы их куда-то, вот все же я не могу. Поэтому где-то рачительными хозяевами вам придется быть. Может быть, тот проект, который вы задумали, Водолеи, он тоже требует где-то просчитать финансы. Может быть, на какой-то период времени. И надо сказать, на декабрь, вторая половина декабря, особенно когда Меркурий будет в знаке зодиака Козерог в ретро-движении с 13 декабря, могут быть задержки с деньгами. Может быть, теперь где-то просчитать, отложить какую-то сумму, чтобы себя финансово не обесточить. Может быть, об этом говорят карты тоже. Личная жизнь, прекрасно. Шестерка пентаклей, подарки, деньги, они как будто есть будут. И вообще какие-то радостные, приятные события. Тут как и получение денег, как и, в принципе, улучшение, правда, у кого-то жилищных условий. Или вы будете сами озабочены переездом, или вопросом, когда мне хотелось бы поменять жилье, вы будете что-то узнавать. Нам показана семья, которая открыла дверь, а там подарки. И нам ведь показана хижина. И уже несколько карт нам говорят о том, что вы будете что-то улучшать. Может быть, это где-то улучшаться будут, или вы будете намечать себе новую сферу деятельности или новые способы дохода, именно занятости, а кто-то из вас будет конкретно улучшать в плане жилищных условий. Вот тут, наверное, по-разному, но позиция у вас достаточно приятная. Вот главное, знаете, прошлое, чтобы оно вам как будто не мешало. Давайте карту совет. Пусть нам не рассказали про любовь, но вот где-то отчасти тройка кубков, совет, праздник и хорошее настроение. То есть чем-то вдохновиться нас карта приглашает, это точно. Может быть, как раз эта карта там и говорит. Праздник в вашем доме, праздник в вашей семье. Может быть, какие-то счастливые события. Для кого-то из вас, если вы, ну, правда, куда-то пойдете, может быть, и нам не говорят о знакомстве о новом, если вы один или одна, но как будто в приятной компании вы оказаться можете. Или есть какие-то события, мои дорогие, которые создают вам хорошее настроение, вдохновение. Есть определенно на неделе то, чему следует порадоваться. И поэтому отпускайте это прошлое, которое с какими-то разочарованиями у вас на повестке дня, что-то более радостное, более счастливое и более перспективное. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.